Гости и подписчики моего канала, а также подписчики Алексея Арестовича. Это прямой эфир, стрим такой долгожданный. Алексей Николаевич, приветствую вас. Добрый вечер, Саша. И зрители, уважаемые. Спасибо вам большое за эти сотни комментариев, тысячи возмущений. А что случилось, а как быть, ребята? Все в порядке. Но как все в порядке? Имеется в виду с нашими стримами. И на канале Алексея Арестовича, на канале Александра Шелеста. Все вживую, все как обычно. Понедельник, правда, немножко раньше. Поэкспериментирую. Может быть, вам так удобнее. Хотя, знаете, сейчас вообще очень неудобные вещи происходят в мире, и их будем, конечно, обсуждать. По плану, значит, как я планирую? Обсудить внутри ситуацию, да, потом немножко коснуться вообще эпохально-глобального вместе с кочующим, скажем, переговорным процессом Ближнего Востока. Ну, а потом вернемся к фронту и к ситуации, попробуем спрогнозировать, что будет. Ну, это такой план минимум. В любом случае, будет интересно. Подписывайтесь, друзья, если не подписаны, сделайте это. Как всегда, вопросы можно задавать в сообществе YouTube, в клубе зрителей Шелест, чаты трансляции подключим в самом финале, обязательно это сделаем. И, конечно же, QR-код, если работает сервис, сервисы сейчас все очень плохо работают, ну, мало ли, а вдруг у вас работает, и вы так раз, и вопрос зададите, и с него обязательно начнем. Все вопросы в конце, ну а в начале опрос нашего сегодняшнего эфира. Он звучит следующим образом, в принципе, я и планирую с вами как раз-таки разобрать эту ситуацию, потому что очень не хватает взвешенного, критического, но такого достаточно правильного, да, вот структурированного взгляда на то, что произошло с нами в прошлые выходные. По этому поводу вопрос. Поддерживаете ли вы легализацию короткоствольного огнестрела в Украине? После Голосеевского стрелка и после того, что было в Киеве, все прям поднимают эту тему, так озаботились, чтобы у каждого был пистолет огнестрельный. Варианты ответов: да, так будет безопаснее, нет, и так без предела будет вообще одище. Это забалтывание позора полиции, вот эта вся тема с легализацией оружия. Или опять хотят просто нажиться на крови. Вот такой еще вариант ответа. Вот такие 4 варианта. Алексей Николаевич, если разбирать эту ситуацию, вообще, как выплыла эта легализация оружия? И давайте честно, а что произошло на выходных? Почему так можно в воюющей стране, в ее столице, вот такой беспредел чинить? Смотрите, выплыла легализация по той простой причине, что надо было перебивать скандал с патрульной полицией, которая сбежала с места, бросив ребенка возле тела родителя. Как бы тут без вариантов. Поэтому, если бы они еще сказали, что нельзя легализовать, они бы не отмылись. Клименко вышел и сказал: вы знаете, я за. Вот я за. За, и все такие: ура, за. И действительно отвели немного тему, канализировали в сторону обсуждения. Значит, я за легализацию оружия. Но сразу хочу сказать, чтобы вы понимали, почему я за легализацию оружия. Это не даст никакой большей безопасности. Ни на улицах, ни гражданину. Легализация оружия вообще не про безопасность. А про что? Это очень ложная тема. Смотрите, в Америке легализовано оружие. Там наибольшее количество смертей в мире от огнестрельного оружия в невоюющей стране. Давайте честно скажем, наличие оружия – это нифига не про безопасность. Все эти зайки, которые выскакивают и говорят: тут было бы оружие, его бы застрелили, 5-10. Но вот у полицейских было оружие. Более того, у них была обязанность вступить в вооруженное противоборство, использовать это оружие против стрелка. Они разбежались. Если люди думают, что так просто вынуть пистолет на улице и перестрелять человека из пистолета с охотничьим карабином или даже просто пистолет на пистолет, они ошибаются. Это специальная подготовка. Причем специальная подготовка с коротким стволом. Внимание, никакой военный опыт. Вот это радостное забегание с автоматом, штурмы посадок, стрельба там туда в блиндаж, там с криком: русские, выходите, сдавайтесь, и так далее, и так далее. Это важный опыт, специфический. Но это не опыт короткоствола, понимаете, да? И там есть закономерности и нюансы, которые не переносятся с длинного ствола на короткий, и наоборот. Это, конечно, дает готовность стрелять и так далее. Но заметьте, на фронте, когда вы стреляете, вы герой. На гражданке, когда вы стреляете, вы потенциальный мертвец или потенциальный сиделец. Почему я за? Поэтому забудьте про безопасность от короткоствола, ее не станет больше. Не станет личной, не станет общественной безопасности больше и так далее. Я за легализацию оружия по одной простой причине. Потому что это нормализация в пользу гражданина в системе государства-гражданин. Опыт длительного наблюдения за государствами, где легализовано оружие, показывает
косвенные, есть такие исследования, косвенные, не прямые, но влияющие косвенные тенденции на сохранение свобод и прав гражданина. Это речь идет о свободах и правах гражданина, не о безопасности. Вот поэтому я за оружие. Потому что гражданин вооруженный, у него права и свободы отбирать сложнее, потому что у него есть базовое право на оружие. И неплохо было бы вписать право на вооруженное восстание против властей, которые плохо себя ведут, как в Конституции США это написано. Поэтому для меня легализация оружия – это не про безопасность. Я не думаю, что ее станет больше. Это про регуляцию отношений между гражданином и государством в пользу гражданина. Большие права, больше свободы, в том числе ключевое право быть вооруженным, вокруг которого выстраивается архитектура всех остальных прав. А гражданин, лишенный оружия, он в заложниках у государства. Вот скажите, ТЦК могло бы так беспредельничать или банды под видом ТЦК, если бы каждый украинский мужчина, даже не на фронте там, или через одного ходили со стволами? Нет. И государству пришлось бы изобретать способы, оно бы все равно в данной ситуации занималось бы принудительной мобилизацией, но, по крайней мере, она не имела бы такого чудовищного вида с избиением и похищением граждан с улиц, неустановленными людьми. У нас бы не возникла каста людей, которые занимаются чем? Бандитизмом под видом защиты государства. То есть похищением, иногда убийством, калечат граждан. Таких случаев каждый день. Очень-очень много. И государству пришлось бы включить голову и начать изобретать какие-то другие способы привлечения людей в армию, в основном поощрительные. Поэтому для меня, это спорная точка зрения, но ее можно, в том смысле, что ее можно оспорить, для меня право на владение оружием является точкой, из которой растет куст свобод и прав, всех остальных прав и свобод гражданина. И только через очень несколько шагов это дает большую безопасность гражданину. Но нет вооруженного маньяка на улице. Этот пистолет надо еще применить против вооруженного маньяка. Это не так просто. Даже если подготовленный гражданин ходил в тир и 5-10, это совсем другая история. В тире стрелять и работать по живому человеку с оружием на улице, в городской среде. Но это дает больше безопасности от собственного государства, больше сохранности прав и свобод. И только в этом разрезе я за легализацию оружия. Это не про безопасность, это про безопасность от государства. Точнее, это не про безопасность от маньяков, это про безопасность от государства. И вот поэтому я за легализацию. По поводу произошедшего, как это повлияет на всю систему? У нас есть характерная спайка, это полиция плюс ТЦК, потому что крутят, вяжут, избивают зачастую. Иногда только ТЦКшники, иногда даже, кстати, были случаи только полицейские. И с полицейскими неоднократно был конфликт. Но люди же-то четко дали свой вердикт. Получается, какого-нибудь бедолагу толпой крутить, вязать, избивать, в бус засовывать все как бы герои, и они очень нужны, чтобы обеспечивать порядок в тылу страны. А когда какой-то вооруженный товарищ, то все разбегаются в рассыпную. Это ведь меняет абсолютно отношение к этой системе полицейского государства, которая у нас выстроилась в стране. Смотрите, здесь бы я немножко охладил бы, с вашего разрешения. Двое сбежавших полицейских – это всего лишь двое сбежавших полицейских. Мазать всю систему МВД под них и сказать, что все они трусы, неудобно, потому что тот же полицейский Корт взял штурмом магазин и застрелил этого террориста. Это что же полицейский? Как ни крути. Корт – это тоже полиция. Поэтому там есть очень разные люди. И я уверен, что очень много полицейских в этой ситуации не бросили бы ребенка. Даже тех же патрульных полицейских, только других. Это конкретно вот эти люди. Всегда можно найти людей в сотнях, среди десятков и сотен тысяч, которые дрогнут, там побегут и так далее. Ну, начальник патрульной полиции ушел в отставку. Он ушел в отставку, потому что взял на себя личную ответственность. Как бы, да? Ну, молодец. Я тоже когда-то ушел в отставку. Вообще по ничтожному поводу, который поводом-то не был на самом деле. Но тем не менее. Так вот, это больше имеет отношение к системе ротации кадров в МВД, нежели там, к личной ответственности и так далее. Видимо, Жуков засиделся. А тут такая возможность где-то сейчас двинется. Все будет понятно, когда его двинут дальше по системе, и будет видно, куда его двинут. Что касается... А так, да, красивый жест записан в биографию. Такая, это называется эстетизация биографии, знаете. В стиле написал, ушел и так далее, и так далее. Что касается системы МВД, мы посмотрим, что там будет сейчас происходить. Возможно, полетят пару голов, возможно, проведут какую-то лакировочную реформу или видимость реформы. Не ждите принципиальных изменений. МВД – это опора режима.
И если режим хочет себя сохранить, а он хочет себя сохранить, он сильно трясти не будет сейчас МВД. По одной простой причине. Нету кадров, которые заменят и способны провести реформу МВД. Это настолько мощная круговая порука. Это единственная надежная корпорация в Украине, где все друг за друга стоят, сложившиеся. Что реформировать ее – это огромный государственный проект, который, если бы он реформировал ее, но это было бы сопоставимо с выигрышем в крупной войне, только внутренней. Почему? Потому что МВД – это основа системы МВД вне экономической эксплуатации и вообще системы правоохранительных органов, основа вне экономической эксплуатации населения и бизнеса со стороны людей, которые овладели государственным аппаратом. По сути, для реформы системы МВД нужно сменить всю систему с большой буквы в Украине, то есть общественно-политический строй, реально существующий. Это революция похлеще Октябрьской, и поэтому никто на это, конечно же, не пойдет. А лакировки и слов будет много. Не надейтесь на реформу МВД. Цепляли след российский, как всегда. Ну, как-то вот он с Ну, это краешку. блеяние такое очень дешевое. Я высказался в интернете, что проблема не в количестве маньяка. Маньяки всегда будут. Так устроен человек. Всегда однажды у кого-то сорвет планку, он выскочит. Не ружье, так топор, не топор, так нож и так далее. И так далее. Вот, ножом в городе можно убить гораздо больше людей, чем охотничьим карабином. И такие случаи известны в той же Европе и прочее. Но фишка в том, что... Кухонным ножом. Фишка в том, что количество шариковых на квадратный метр меня напугало. Потому что такое шариковщина? Это советы космического масштаба, космической же глупости, которые выдуваются в рядовой ситуации. Схватились за московское происхождение. Вот он из Москвы, поэтому он маньяк. Это мне напоминает вот очень дешевую такую вещь, типа, знаете, в стиле «в Чикатило отразилась вся тоталитарная сущность Советского Союза». Вот именно в Чикатило. Да? И так далее. Поэтому... заблеяли все эти национал-патриоты, что типа вот в Москве. Так идите Сырскому предъявите, что он родился во Владимирской области. Чего же вы не предъявляете? Потому что Сырский вас пошлет на участок фронта, от которого вы не вернетесь. Поэтому языки в жопу. А Стрелок, конечно, общественное осуждение. Это все потому, что он родился в Москве. Это какой нехороший человек. Не имеет никакого отношения, я сказал, ни к Москве, ни к ВСУ, ни к ветеранству, ни там, к его любви к России и так далее, и так далее. Он мог любить Замбию, мог любить ЮАР, мог любить полеты на Марс, это не важно. У человека упала планка, и по какой-то причине он совершил там убийство мирных, ни в чем не повинных людей и так далее. Он мог родиться, не знаю, в Коломые, либо в центре Львова. Это ничего не меняет. Недавно в центре Львова таможенник зарезал ТЦКшника, вообще-то, на секундочку. Почему-то никто не связал это с местом рождения. Поэтому это очень дешевые спекуляции. И трагедия Украины в том, что это не просто шариковщина, а это еще очень хуторская шариковщина. А хуторская она потому, что начинаются спекуляции с географией, с нацией, с языком. Вот это очень дешевая история. Очень дешевая. Какие последствия это будут иметь, эта история, если резюмировать? Что после? Потому Да что... ничего не после. Может, снимут пару генералов МВД. В лучшем случае, может быть, и нет. Кого-то ротируют. Система МВД не будет реформирована. Дискуссия о короткоствольном оружии, свободном владении так и потухнет, скорее всего. Ничего не изменится. Поколеблется. И тогда, может быть, кто-то воспользуется в аппаратной борьбе, может просунуть какое-то кадровое решение там, или еще. Понимаете, в МВД даже есть голоса в пользу разрешения ротации оружия, потому что это, вернее, свободного обращения, потому что они видят в этом огромную коррупционную кормушку. Выдача, оборот сброи, покупка, там, разрешение и так далее, и так далее. Поэтому там есть люди, которые говорят, да, давайте разрешим. Почему нет? И так далее. Они же имеют опыт практически стран. Ну, когда вот говорят отдельные товарищи в погонах милицейские, говорят, что тут это ж как теперь на захват идти преступника, он же будет со стволом. Точно так же, те, кто стрелял в полицию, готов был стрелять, он будет стрелять, ему будет из чего. А тот, кто не готов, даже 10 стволов ему дай, он не выстрелит, потому что стрелять в полицейской форме – это очень такая специфическая история. Не каждый решится. Поэтому, не знаю, я не верю в легализацию оружия. Смотрите, легализация оружия – это начало изменения взаимоотношений в системе государства-гражданин. Это начало революционных изменений всей существующей в Украине системы. Вы серьезно верите, что эти люди откажутся от своих привилегий? Да еще умноженное на войну, умноженное на 20. Я не вас спрашиваю, я риторический вопрос зрителям задаю. Из-за того, что какой-то маньяк пострелял и убил 6 человек? Никогда в жизни. Если масштабировать,
эту всю хаотизацию всего происходящего, я бы хотел максимально глубоко и всеобъемлюще уделить внимание таким фундаментальным вещам. Кажется, нечто подобное мы сегодня получили. Значит, есть такой IT-гигант Palantir. Ну, там много о нем ходит разного, да, и конспирологического, и прямо фактологического, ну, не суть. Значит, на своей странице в Иксе, бывший Твиттер, тезисы главного исполнительного директора Александра Карпа, «Технологическая республика», книга у него называется, там вот такие тезисы. И тут очень интересно, что, значит, критика концепции мягкой силы, что, в общем-то, искусственный интеллект в качестве оружия нужно активно развивать. Утверждается, что эпоха, когда Запад полагался на преимущественно риторику, морализаторство, все в прошлом, значит, работает только реальная сила. Идея ключевая – необходимость активного вовлечения технологической элиты в укрепление национальной обороны. Вот это весь плюрализм, равные народы, равные культуры, все в топку. Значит, также Palantir поддерживает идею восстановления военной мощи Германии и Японии. Ну и, в общем-то, как бы нас ожидает очень веселый 21 век, вполне себе, который отношения между странами засадит на новый уровень. Ну как новый? Мы-то видели когда-то в средневековье. Просто вернет это к тому, что было всю человеческую историю, просто на новом технологическом витке, и все. Что это сулит? И как вы думаете, действительно, ну это просто констатация факта неизбежного или просто такие, ну, Нет, это сулит мечты? новый 19 век просто с искусственным интеллектом. Когда такие правые либералы, которых в профиль похожи на правых фашистов, или леволибералы похожи на левых фашистов, они будут как бы показывать, что демократия не работает, все решает реальная сила, бла-бла-бла, то все пятое-десятое, и будут это делать с искусственным интеллектом. Это в межгосударственных отношениях, скажем так. Ну, а дальше все зависит от воли народов. Смотрите, ситуация, которая существовала с 45 по 89, к которой мы привыкли, мы в ней выросли, она нам казалась нормой. Нормой в человеческой истории не является от слова совсем. Нормой является как раз то, что сейчас все против всех. А это абсолютно искусственная ситуация, созданная по результатам двух мировых войн, и которая долгое время искусственно поддерживалась через конкуренцию и сотрудничество двух враждующих блоков социалистического и капиталистического. Это уникальная ситуация сложилась. Она вряд ли больше повторится. А так, да, нормой является, как учил нас Джон Лок, война всех против всех. Вот. А тут вопрос скорее о том, как упорядочена будет эта война, насколько она будет правильно и насколько она удастся настроить морально над этой системой отношений. Ну, даже в дворовых драках существуют правила лежачего не бьем, там, да, и так далее, и так далее. Поэтому здесь скорее речь идет, если морализировать, то о морали, построенной на системе решения вопросов за счет реальной силы. Вот об этом. А так, да, мир возвращается к первичной игре сил. Демократия всем надоела. Потому что она технически уже не успевает Смотрите, есть же два разрыва. Есть разрыв между скоростью принятия решений во внутренней и внешней политике. Точнее, скоростью событий и механизмами принятия решений. Скоростью принятия решений не в пользу скорости принятия решений в демократических странах. И второе – это разрыв между технологическим ростом бешеным и, опять же, медленным способом принимать решения в демократии. Сегодня, по-моему, или вчера в Шанхае был забег где-то там, или в Китае, шире скажем, где роботы выиграли полумарафон у людей. Прибежали там на 5 минут быстрее, чем самый крутой, чем рекорд мира. А еще год назад на таком же марафоне они отстали, они не добежали до людей. Скорость развития потрясающая, и мы же начинаем жить в симбиозе с искусственным интеллектом, с гуманоидными роботами и прочее, прочее. Чем будет этот мир в течение ближайших 5-7 лет, мы с вами, честно говоря, с трудом можем представить все. Поэтому демократия здесь не работает. Здесь, как всегда, на периоды перехода человечество пытается делегировать различного рода вождям решения, либо распределенным вождям, ну, например, группе вождей, группе директоров и так далее. Потому что и желательно, чтобы они побыстрее, пожестче принимали решения. Это никому не пугает на самом деле. Пугает другое. Во имя чего они будут принимать эти решения? Это Во ли имя будет себя.
А на благо человека, ну, всегда во имя себя элиты принимали, насколько будут делиться с простым человеком, насколько будут его эксплуатировать. Вот предмет заботы. Именно поэтому тема оружия – это тема номер один сейчас. Потому что вооруженного гражданина можно облапошить, но не так легко прямо эксплуатировать. Какие-то права ему надо оставить. Поэтому в мире роботов хорошо иметь короткоствольное оружие легализованное. И длинноствольное тоже, сразу скажу. А то, что демократия, да, пошла, и сейчас время вождей, или там распределенных вождей, технодиректоров, директоров в симбиозе с искусственным интеллектом. Ну, так теперь каждый сам себе директор с искусственным интеллектом. У тебя искусственный интеллект в кармане, причем 6 его разных версий. Пользуйся на здоровье, сравнивай, сталкивай и так далее, и так далее. Я, честно говоря, посоветовал бы всем нашим зрителям, кто хочет в ближайшие годы не растеряться и не пропасть, вступать в настоящий деловой симбиоз с искусственным интеллектом. Потому что это главный мотор цивилизации сегодня, хотим мы того или нет, к этому можно по-разному относиться. И все, что можно в своей жизни упорядочить с его помощью. От здоровья, диеты, питания там, и так далее, и так далее. Развитие. Университет в кармане сейчас все носят люди. Во что это превратится? Мы будем посмотреть через 5-7 лет. Трудно сказать. Я думаю, перемены будут грандиознейшие. В системе производства, в системе образования и так далее. Ну, шире в производство как такового, производство знаний, производство технического и так далее. Поэтому чем будет власть в этих условиях, трудно сказать. Даже сегодня кто-то из украинского правительства заявил, что мы проверяем решение искусственным интеллектом на предмет, принесут ли они пользу гражданам и бизнесу. Ну, окей. Дожили, как говорится. Окей. Конкретно по поводу войн. Угу. Что сейчас происходит вокруг Ормузского пролива? Как вы видите эту ситуацию, которая сейчас разворачивается? Пролив перекрыт, но там опять какое-то судно прошло подсанкционное США, никто его не тормозил, хотя до этого прям постреляли друг друга и, в общем, высадились. Иранский танкер приняли американцы. Венс летит в Пакистан, Трамп говорит, что так я тоже могу поучаствовать в переговорах, хотя до этого Грэм рассказывал, что он лично звонит и хриплый прям так кричал на них, что прям все перепугались, все иранцы. Вот смотрите, мы с вами неоднократно эту тему поднимали в течение вот этого полутора месяцев, да, скоро будет 2 месяца, как эта вся история закрутилась. Вы постоянно как раз-таки на технологическом превосходстве делали упор. Качестве оружия, характере войн. Ну вот, но не получается, все равно не получается. Все равно здесь, Иран уперся. Смотрите, здесь другое. В деле технологического оружия Ирану нечего противопоставить Израилю и США. Но дело в том, что этот вопрос, который там решается, намного шире чисто военных действий. Военные действия у них блестящие. Они развалили военную промышленность Ирана там, и прочее, поутопили флот, уничтожили ПВО и так далее. Там, нет, это отдельная тема. Войну они свою выиграли. Эта ситуация гораздо сложнее войны. Что происходит с моей точки зрения? Война – это только часть, не самая главная, маленькая и так далее в иранской проблеме. США, с моей точки зрения, заняты переформатированием даже не мирового рынка нефти, а правил игры на мировом рынке нефти. Правила невозможно установить бомбой и умной ракетой. Ты можешь убить 15 подряд верховных лидеров Ирана, но правила не устанавливаются от этого. Война позволяет создать условия для торга. Американцы посчитали, администрация Трампа посчитала, что вот этой бурей и натиском, которая продлилась в течение месяца с лишним, они создали должные условия для торга. Почему Трамп так бесится в Твиттере и там говорит, и у него размах в течение нескольких часов от «я готов встретиться с иранским руководством», до «я вас всех убью, ублюдки, там, разбомблю, спрячьтесь» и так далее, не останется ни одной целой электростанции, а 2 дня же осталось до ультиматума 22 числа, потому что они не сдаются. Они уперлись. Теперь у них остается немного вариантов. У них остается вариантов, например, силой взять Ормузский пролив, острова эти, там высадить все эти морские пехотинцы и прочее. Вот они сегодня захватили судно. Опять же, туда же идет одна группа пришла экспедиционная, вторая группа морской пехоты идет и прочее. Так что 22-го все может возобновиться, свести к захвату островов и прибрежных каких-то военно-морских баз или уничтожению Ирана, чтобы лишить их возможности эти маленькие катера запускать и прочее. И война может возобновиться. Но суть от этого не поменяется. Представим себе, что они захватили и разгромили. Что делать дальше? Посадить там американские войска на постоянном присутствии?
попасть под партизанскую войну какую-то там этими же маленькими там дронами, флотами и так далее, и так далее. Нет, их задача передоговориться с Ираном и государствами Персидского залива, Саудовской Аравией и Эмиратами. Эмират спорят, у них территориальный спор с Ираном за эти острова. Они считают, что они им принадлежат. И даже в названиях борьба. Потому что арабы никогда не называют этот залив персидским, они называют его арабским. Как бы, да, и так далее. Но вершина пирамиды – это второе звено в цепи после Венесуэлы. Венесуэла – первая стадия, помните, мы говорили с вами, попыток переписать правила на рынке нефти. Вторая. Почему? Потому что вершиной стратегии является посадка Китая в нефтяной капкан к растущей экономике. Китай это, кстати, знает, поэтому активнейшим образом развивает альтернативные источники энергии. Но пока он их развивает, он несколько десятилетий предельно уязвим от колебаний цен на нефть, поставок и так далее. США имеют фундаментальнейший успех. Они на полном серьезе считают, что распад Советского Союза и проигрыш его в холодной войне напрямую связан с регуляцией с Соединенными Штатами, получение рычагов к регуляции рынка нефти, цены нефти и газа. И пытаются реализовать ту же самую стратегию в отношении Китая, основного конкурента. Поэтому боевые действия – это только очень маленькая и не самая интересная часть. Но если вы не профессионалы, вам не интересно следить, там, какой F-35 сбили, и какие там, да, кого там убили. Есть и такие люди, которым интересно. Но мы смотрим с вами глобально. И речь идет о том, смогут ли Штаты прописать правила. Нет, не по которым Китай останется без нефти, а по которым они в любой момент могут оставить Китай без нефти. То есть подвесить дамоклов меч над Китаем. Или причинять ему большие и маленькие неприятности колебаниям объема, курса, цены нефти там, в нужные исторические или экономические моменты и так далее. То есть создать удавку, мощный переговорный рычаг. Получилось с СССР, они надеются повторить это с Китаем. Вот что там происходит. А поскольку правила нельзя прописать силой, сила может только создать условия для того, чтобы люди сели и прописать правила, то там речь идет не только о силовом принуждении, но и о различных выгодах. Отсюда то, что не понимают очень многие наблюдатели там, или просто зрители, обыватели, кричат: да как же они разрешили россиянам там снять санкции, пусть они торгуют этой своей нефтью. Потому что сразу, если ты как бы устанавливаешь новые правила на рынке нефти, то ты вряд ли их установишь, вернее, вряд ли с охоткой будут их принимать, если ты колеблешь рынок только в одну сторону, в сторону ухудшения, завышения цен и так далее, и так далее. Они должны показать, что они способны справляться с рынком. Вот они показывают. Смотрите, мы начали бомбить нехороших людей. Цены поползли вверх, мы способны управлять мировым рынком нефти, снизим. Мы прекратили бомбежки, сняли частично санкции с России, пытаемся прописать новые эти самые правила в Ормузском заливе, пропустили тот танкер, тот на таких условиях и так далее. Иранцы, в свою очередь, тоже торгуются не за убиенного аятоллу, а торгуются за те же самые правила на продаже нефти и регуляции рынка нефти, как крупный поставщик. И именно об этом там идет речь. Все эти вопросы, там, компенсации, все, что заявляется, это бла-бла-бла, как у нас с Россией. Когда мы заявляем, что Россия должна сократиться до размера Владивостока, они заявляют, что надо срыть Львов, и тогда только мы снова встретимся в Стамбуле. Это все мишура. Вот центральная стержневая история, которая там происходит. Поэтому американцы и прекратили бомбежку на время. Вступили в переговоры, что они показывают, первое, мы не маньяки, которые разносят все военным путем, что именно этого боялись все. Второе, что Трамп маньяк. Второе, мы понимаем цену вопроса для всех, мы регулируем это, и мы должны предложить пакетные условия, которые понравятся в той или иной степени всем. Потому что всем свою силу не навяжешь, не будешь бомбить каждого, кто не согласен с твоими правилами рынка на нефти. Но ключевой пакет, ключевые рычаги в установлении этих правил, переписывании этих правил должен принадлежать США и аффилированным с ними структурами. Не знаю, королевскими династиями Персидского залива, частично Ирана и так далее. Поэтому они строят, как бы разрушена старая пирамида добычи и транспортировки нефти частично, Венесуэла, и вставляются новые кластеры по новым правилам. Потому что американцы, как и Британская империя, всю жизнь занимались удержанием и сначала физическим, а потом прописыванием правил, по которым действует, например, мировая морская торговля. Это 70% мировой торговли. Отсюда флоты, отсюда базы, империя на морях и так далее. Ну, есть несколько зон, которые пишут все правила для мира. Во-первых, валюты. Доллар. Мировая резервная валюта до сих пор. Второе – это торговля морская. Китай, когда создавал новый шелковый путь и пытается создать, это же попытка захватить или там централизировать под себя и прописать правила и получить выгоды от сухопутной торговли, по крайней мере, от этих 30%, которые есть. Второе – это там воздушный флот американцев,
Вообще-то тысячи военных баз по всему миру на секундочку. Они говорят, что меньше, но реально мест, где находятся американские военные и так далее. Это все регуляция воздушно-морской торговли. Сейчас искусственный интеллект. Все, кто люди, у меня очень много учеников в разных странах мира, они говорят, что в Азии невозможно смотреть телевизор, потому что крайне агрессивно навязываются американские модели искусственного интеллекта. Буквально. Вот маркетинговая политика. Каждая вторая реклама посвящена этому. А провайдером выступает Индия, которая имеет огромное влияние на азиатский рынок. Вот. И Трамп же подписал инвестиции, объединение, несколько компаний объединили усилия, Индию взяли в провайдеры и так далее. То есть они прописывают правила в новом кластере экономики, в новом предельно перспективном для человечества зоне развития. Они говорят, да, искусственный интеллект, но это будет в первую очередь американский искусственный интеллект, или, по крайней мере, доля огромная будет искусственный интеллект. Поэтому они делают то же самое, что делали капиталисты в трудах Владимира Ильича Ленина и Карла Маркса с Фридрихом Энгельсом. Захват новых рынков и создание там правил, систем и зависимости от их решений. Это империалистическая война, о которой так долго говорили большевики. И, собственно, военные действия, кто кого сбил, подбил, это очень маленькая и самая неинтересная ее часть. Нет, подождите, очень интересно, останутся ли базы на Ближнем Востоке, а то арабы уже бьют копытом, говорят, да не нужны они нам, ваши американские базы. Это все попытки принять участие за круглым столом в написании правил. Для этого там, поскольку ситуация военная, ведется шантаж средней, как это, дерзости по Остапу Бендеру, да, и так далее. За этим же всегда стоит какой? Вот уберите все базы или дайте нам вписать тоже свою строчку правил и свою долю в эту историю. Просто вторая часть всегда опускается. В СМИ выходит только первая часть. Вот и все. Да, где-то могут убрать базы, где-то, наоборот, добавить базу. Сейчас мир трясется, пирамида перестраивается. Как раз время перестройки большой пирамиды. А по сути это то же самое. Читайте «Капитал». Материализм. Читайте «Материализм» и «Империю критицизм». Это имперская и империалистическая война классическая. Если перемирие не будет продлено, сегодня Трамп говорит, да, скорее всего, не будет продлено. Но опять-таки, Трампа слушать сейчас бессмысленно, вы правильно сказали выше. Почему? Потому что... Трамп занимается, смотрите, надо еще понять про Трампа. Трамп занимается намеренной хаотизацией. Это надо понять. Приятно, смотрите, другому человеку, более системному, было бы тяжело это заниматься, но это полностью совпадает с его психофизикой, с его характером, и он с удовольствием занимается намеренной хаотизацией. Например, вам или мне это было бы, возможно, сложнее делать, хотя я тоже люблю намеренную хаотизацию. Ну, допустим, там, более системному человеку. Он делает это с удовольствием, у него неплохо получается. В военной стратегии, военно-политической, геополитической, это называется страшным термином strategical ambiguity. Стратегическая неопределенность. Он создает вот эту мешанину твиттеров, заявлений, действий, там, война, остановка и так далее. Невозможность просчета позиции американской и легкий страх в отношении их вменяемости. И в этом сером облаке, это как осьминог облако выпускает, чернильное, вот в нем легче, за этим облаком легче творить там манипуляции щупальцами, понимаете, да? Он делает это абсолютно намеренно. Люди, которые говорят, да, это сумасшедшие или там обезьяна с гранатой, они очень сильно ошибаются. Это их политика. Но у них четко прописано, и они идут по пунктам. Попунктно идут. Это я, извините, как бы внесу еще. Это важный аспект, его надо было внести. Поэтому, да, возможно, не будет. Вы хотите спросить, что дальше, наверное, да? Если, Ну, как, если эскалация, то какая? Если... Они будут захватывать острова, потому что все сводится к транспортировке нефти на данном этапе. И что ж правила прописывать, если она не транспортируется правильно, как бы, а вокруг чего правила? Поэтому, Так остров всего, можно захватить, ну а как его удержать? Ну, они постараются. Вопрос, получится ли, как это будет там и так далее. Но естественным ходом является сейчас только захват островов, то есть обеспечение, или давайте скажем шире, не захват островов, а обеспечение транспортировки нефти через Ормузский пролив. Если не покорить, вы согласны с этим, кстати, утверждением, если не покорить Иран, то в столкновениях в Индотихоокеанском регионе, которые сейчас тоже идут, и противодействовать Китаю, ну, можно... Вообще Америке нечего ловить без решения в свою пользу вот этого ближневосточного вопроса. Им есть чего ловить. В военном отношении они сильнее Китая на морях, ну и так далее, и в воздухе. Но они же хотят это сделать без войны. Никто же воевать не хочет. Зачем все эти Мидуэи новые, там тонущие американские авианосцы, в ответ на тонущие китайские и так далее. И хотят сделать это на уровне экономических правил. И вообще правил, как бы, да. Но получится или нет, не знаю, но они это затеяли. Как бы, да, нормальная экспансионистская империалистическая война, все как положено и так далее. Покорение Ирана, это же тоже очень такой вопрос.
А что, если им дать такую долю и написать такие правила, где Ирану это выгодно? Там, условно, нефть в обмен на продовольствие, которое было для Хусейна, помните, в свое время? И на которой сын Кофи Аннана заработал, говорят, злые люди, очень много денег. Поэтому, и не только он, поэтому где-то их попытаются. Другое дело, что они очень неудобный переговорный противник, потому что они фанатики религиозные, или, по крайней мере, ведут себя как религиозные фанатики, позиционируют часто. Во-вторых, за ними тот же самый Китай. Поэтому они как бы уверенно себя чувствуют. Россия, та же самая и так далее. Я хочу, чтобы наши зрители понимали, не было расчета взять наскоком, поломать их там, и заставить в ужасе подписать новые правила. Никто не рассчитывал. Их рассчитывали просадить, показать, лишить реальных возможностей воевать, там, да, наносить дальнобойные удары по тем же американским базам, там уже Израиля. И, так сказать, немножко поставив на колени, поговорить. Их не собирались ни уничтожать, ни свергать строя и так далее, и так далее. Свержение строя, полное уничтожение, там, захват Ирана, там, все эти восстания, разделение его на части. Это очень сложная история, которая требует невероятных ресурсов, Ну, огромного с вами объема. Они на можно... нее не замахивались. Подождите, Понимаете, да? замахивались. Ну, Нет. и Старлинки, и Илон Маск, и Трамп, и восстание, Нет, и это... оружие, которое Трамп точно Нет. давал, но они куда-то увели, умыкнули Смотрите, это оружие. даже наличие там агентов американских, израильских в толпе демонстрантов, которые там организуют, воюют и так далее, это отработка комплекса мероприятий, связанного вот с... А вдруг когда-нибудь понадобится сносить. Ну и, в принципе, причинить неприятности врагу. Но это не было проектом. Размах сил, средств, политическое информационное обеспечение абсолютно не соответствовало вопросам снятия иранского режима как такового. Они прямо говорили, пошли Это же, вон, это же было режим. страшно. Да, это было страшное заявление, информационное обеспечение, шок и трепет. Смотрите, мы вас сейчас снесем, от вас ничего не останется. Одного руководителя убили. Носились с этим Пехлеви, помните? Да, одного убили, второго ранили, Пехлеви выпустили на сцену, он там заявил и так далее, и так далее. Это часть информационного давления. Это то же самое, что Киев за 3 дня. Понимаете, да? Поэтому как Ну бы... да, о чем говорил американский, кстати. Да, да, только это был Тегеран за 3 дня и так далее. Но реально наряд сил, ну что такое 2 авианосные группы для сноса правительства Ирана? Это же нереально. Чтобы его серьезно там что-то сделать, надо было 8 из 12 подгонять туда. Тогда да. Просто наряд сил не соответствовал. Понимаете, да? Это было... Если думать, что это снос иранского режима, то это заведомо была попытка с негодными средствами. Невозможно 2 авианосными группами поставить на колени 90-миллионную огромную страну, милитаризированную. Со Вам не сложным кажется, режимом. что это просто провал? Нет, это не провал. Ну, вот Провалом это... объективно. Смотрите, то у них Нет. там нечего жрать на этом Джеральд-Форде, там матросы давятся, закончились продукты, то какие-то, ну, там показывают то, что у них в Да, нет, столовке, то какая-то вот эта вот, какая-то такая война у них, знаете, вообще как-то не пошла. И с точки зрения мирового господства и гегемонизма вот этого, да, ну, Штаты просто показали, что они, ну, прав, Лукашенко, который говорит, показали, что они не всесильны, не, они мощные, они, конечно, крутые, но они не всесильные, не всемогущие. Они не показывали никакой всей силы. Если бы им надо было показать все силы, у них 12 авианосных ударных соединений. Они бы пригнали хотя бы половину. Они пригнали 2. Ну, Это все... Ну, смотрите, можно ли сказать, что вы затеяли грандиозный проект перестройки всего своего дома, если, например, да, или ремонта во всей квартире, если вы выделили заведомо денег, выделили на ремонт одной только кухни. А потом сказал, да, это все равно, что потом сказать, что ремонт в квартире вы же провалили, а вы говорите, так я не собирался, я плиту собирался поменять и вытяжку. Вот и все. Ну и кафель над раковиной переклеить. Вот просто элементарный расчет. 12 групп, а задействовано только 2. И то с перерывами, там, с ротацией. Один отошел, второй пришел, в том числе из-за еды, прачечная поломалась и так далее, и так далее. Но тем не менее. Если бы это было всерьез желание там удивить, потрясти мир и переписать правила игры и снять иранское руководство, подогнали бы 6. Ну, хотя бы 6. Понимаете, половинку. А так, ну, что, это 6-я часть сил задействована американских. Ну, о чем можно говорить? Какая попытка потрясти мир? Но мир увидел то, что нужно. Уничтожение верховного лидера. Там я не хочу просто забивать наш эфир, но зрители просто наберите или спросите свой искусственный интеллект, или наберите в интернете список промышленных целей в Иране уничтоженных. Им положили ВПК полностью. Это очень серьезная история. Безнаказанно. Там сбито 20 БПЛА и там 2 самолета. Ну, плюс 3 сбил гигант кувейтский летчик АС. Своих союзников позбивал. А так, как бы, да, ну... Это раз. А во-вторых, самое главное соображение, что далеко же не все не кончено. Скорее всего, будет еще 2-я военная фаза. Вот сейчас. А победой будет переписывание правил в пользу США.
И даже если бы они не убили ни одного иранца, но переписали бы правила, это было бы чистая победа. Это Мгм. очень разные вещи. Если... И война же бывает на разных уровнях. Смотрите, самое примитивное понимание войны – это захват территории. Это вот как Украина и Россия делают. А самый высший уровень – это кто правила напишет. Даже если не убьет ни одного вражеского солдата, не потеряет своего. Американцы за правила борются. Ну, так и россияне борются за правила. Да, в чем же асимметрия? Смотрите, вот мы сейчас на поле боя маятник качнулся в пользу Украины. Как бы, да, сразу говорю, что, скорее всего, это временная история. Вот у россиян было около года было преимущество. Возможно, около года преимущество побудет у нас. Это будет зависеть от стратегических решений, которые будут приняты сторонами, я сейчас скажу. Но сейчас, очевидно, качнулся в нашу сторону. Мы по дронам их обогнали. Удары на средней дистанции у нас очень хорошо пошли. Вынос логистики и так далее. Они тормознулись на всех участках фронта. Как не пытаются активизироваться в той же Сумской и так далее. Это все очень частные действия. Мало их блогеры кричат, пищат военные, там, Путина все ругают и так далее. Потому что у них действительно проблемы и в экономике проблемы. Но это фаза. Смотрите, теперь в чем разница между победой на поле боя и выигрышем в войне? Это очень разные вещи, и переход абсолютно нелинеен. Для примера, Румыния дважды принимала в мировых войнах участие. Не на той стороне, на стороне проигравших сначала. Потом, как бы в Первой мировой войне они по результатам перешли на сторону Антанты в самый последний момент и увеличили значительно свою территорию, хотя начинали в стане врагов. А во Второй мировой войне, долго как бы воюя за Гитлера, в коалиции с ним, они в последний момент тоже перешли, самый последний, и сохранили большую часть или большую часть приобретений, не потеряв, хотя могли их растерзать и все забрать. Вот. Поэтому это такой пример. Теперь смотрите. Россия может представим себе невероятную ситуацию, или вероятную, кому как нравится. Россия полностью проиграла на поле боя. Вот ушел последний русский солдат с территории Украины, там прихрамывая, как солдаты Наполеона, перевязанный платком, сопровождаемыми метелями и так далее, и так далее. Как вы думаете, Россия будет принимать участие в написании послевоенных правил? Даже в такой ситуации? В нашей войне? В нашей войне. Вот архитектура системы безопасности Восточной Европы, там Да, вообще, будет. конечно, будет. Даже полностью проиграв, Да. она будет, потому что за Россией гигантский потенциал. И когда пишут правила, смотрят на потенциал, на что могут сделать и где могут пригодиться. А Украина, даже полностью победив на поле боя, у меня очень большие сомнения, что она примет участие в написании правил. Ей предъявят правила. Поэтому вот это нужно понимать, что война на разных уровнях. Можно взять все крепости противника, уничтожить его армию, реально добиться чистой военной победы. Даже, бляха, выйти на границы 91 года. И это предел, на который способна Украина в силу наличествующего потенциала. Они не напишут правил. То же самое, как Израиль. Он блестящие военные результаты в войне с Ираном демонстрирует. Блестящие, феноменальные. А правила писать он не будет, скорее всего, потому что Штаты за них напишут и скажут, вот это правило, по которому вы играете. Ну, частично, да, они там авраамические соглашения сыграют с арабами, сыграют с теми же Штатами. Поэтому гиганты, даже проигрывая войны, остаются теми, кто определяет правила. Как Соединенные Штаты. Война в Ираке – поражение, война в Афганистане – поражение. Ну и что? А правила все равно пишутся они. Переговоры будут? И когда? И почему Украина, торопясь, спотыкаясь, активно протаскивает встречу с Путиным? Зеленский Путин при участии Эрдогана и Трампа в Турции. Значит, что болтают злые таксисты? Давно мы на них не ссылались. Очень жестко поставлен вопрос в администрации президента Трампа о том, что и европейцы присоединились, ха-ха-ха-ха-ха, что наше солнышко должен уйти, и в Украине должны быть свободные выборы проведены, в которых солнышко не участвует. Это условие. Солнышко, конечно, с этим не согласен, у него другая история. Он хочет европейцам навязать принятие Украины в Евросоюз, то есть четкую дату. Это основной лозунг его предвыборной кампании. Он хочет идти на выборы. А второе, чтобы Трамп проиграл, для этого он интригует с демократами. Пересидеть. Значит, на него давление оказывает очень серьезного уровня. Вот те же 90 миллиардов, которые не давали европейцы, это не потому, что Орбан плохой, а потому, что в Еврокомиссии было принято решение на высших и в столицах ЕС, чтобы как бы солнышко немножко подвинулось в своих амбициях. И только тогда нормально пойдут деньги. Вот. А второе, это то, что Трамп предельно жестко настроен, потому что в переговорах с Путиным еще в Анкоридже он взял ответственность за
желание Зеленского и шире Украины участвовать в переговорах на себя. И получается, он не выполняет то, что называется, обязы свои. Поэтому в взбешенном состоянии вы заметили, что любое заявление Зеленского, которое касается Америки, он тут же дезавуирует. Нам не нужны дроны, мы обойдемся без них и так далее. И так далее. Плюс расследование вот это, которое мелькнуло и пропало, 650 миллионов, которые Зеленский направил на антитрамповскую кампанию, на секундочку. 650 миллионов долларов. Безумные деньги. И прочее. Поэтому там полно таких расследований. Самое смешное в этом всем, что все это расследовали еще демократы, еще при Байдене. А Трамп просто пользуется материалами. Ну, цифры, чтобы вы понимали, которые бродят среди нью-йоркских таксистов, звучат так, что Зеленский и его компания украли 40 миллиардов долларов за время войны. Услышьте, 40 миллиардов долларов. Это ныне ничем не доказуемые цифры. Я их прочитал на стенке в Централ-парке. Просто когда гулял, смотрю, написано: Зеленский украл 40 миллиардов. Думаю, дай скажу в эфире. Вот. Но таксисты вовсю оперируют этими цифрами. Это знают и европейцы, и американцы. И идея какая? Что скрипач должен уйти. Скрипач, соответственно, всем пообещал выборы осенью, чтобы вы понимали. Сказал, что вот все в Украине, тормознем войну к осени и как бы выборы проведем. Но сейчас надо немножко просадить Россию по нефтяным терминалам, туда-сюда, показать им, нанести поражение, показать вам, товарищи, что Россия не всесильна. Чтобы вы ее не боялись, что ей можно навязывать правила, диктовать и так далее, и так далее. Но, смотрите, это та же самая борьба за попытку участвовать в рамке послевоенной. Военной и послевоенной. Зеленский же, его амбиция какая? Что лично его и его взгляды на жизнь должны быть частью системы правил во взаимоотношении США, ЕС, России и так далее, и так далее. А Круто. проблемы? Да, ну, конечно. А проблемы человек Трампа снимает, не забудьте. А проблема заключается в том, что ни его, ни позицию Украины учитывать никто не собирается. Упс. В написании правил. Более того, нас ведут, нашими руками России просаживают экономику. То же самое экспорт нефти. Это часть борьбы за нефтяной рынок, включая Венесуэлу, Иран. Наши удары по нефтяным терминалам, кстати, успешные и так далее. Нас поблагодарят за то, что мы просадили российскую армию, за то, что у нее 4-й месяц подряд потери больше, чем призыв, там, да, и так далее, и так далее. И развалили нефтяные терминалы, и даже где-то, может быть, нанесем какое-то поражение, и нам дадут много денег. И сейчас где-то мы на самом пороге резкого увеличения наших возможностей по ближним ударам и ударам средней дальности. И до осени это должно реализоваться. То есть начнут гореть там от наших ракет российские заводы уже на глубину от 300 до 1500 километров. Очень серьезный фактор. Возможно, по Москве полетит. Такой расчет. Но это все... Да, представим себе, что каждая наша ракета попала в цель, не сбили. Мы действительно положили российскую военную промышленность, химическую, там, нефтяные, эти самые, и так далее, и так далее. Но надо понимать, что правила будем писать не мы. Даже экономически разоренная Россия с инфляцией, просаженной, с внутренними беспорядками все равно будет участвовать в написании правил, а мы не будем. А чьи правила для нас, ну, имею в виду украинцев, лучше? Те, которые пытаются написать и подкорректировать Россия, или те, которые даст Запад? Те, которые мы можем написать сами для себя, самое лучшее. И у нас абсолютно неправильный вектор развития. Мы не там боремся, а не туда прилагаем усилия. Нет, подождите, если нас не спрашивают, а спрашивают условно Запад и Есть Россию. зона, где с нами мало что можно сделать, где мы еще сохраняем суверенитет. Нам надо переписать правила внутренней политики. И чем более качественная внутренняя политика будет здесь, тем больше у нас будет шансов поучаствовать в написании правил снаружи. А страна, разорванная внутри самой себя, она ничего не может продемонстрировать вовне. Все эти смешные ролики, что Орбана догоняет там, или догоняет наш там, украинский FPV, это вершина нашего участия во внешней политике. И скандал в овальном кабинете. Это все несерьезно. Украина ничего не тянет против old money и старых там вот этих всех механизмов, управляющих этим миром последние лет 500 как минимум. Мы вообще вне этой зоны. Несмотря на все наши военные успехи, которые совершенно реальны, кстати. Просто надо понимать, что они не так легко переводятся в политические или экономические успехи, а уж тем более в зону написания правил. Поэтому в этом трагедия нашей истории. А трагедия наша заключается в том, что мы можем получить значительные успехи на поле боя и в просаживании российской экономики, но никак не принять участие в написании правил. А ведь хочется писать правила. Зеленский – это такой фронтмен истории, что Украина сейчас пишет параграфы целые в новый набор правил. Отвечая на ваш вопрос, мы не знаем, какие правила хочет написать Россия. Проблема в том, что российское руководство в этом отношении предельно невнятно.
последние 4 года. Ну, мы не знаем. Вы знаете, какие правила хочет написать российское руководство для всей системы безопасности Восточной Европы? Не в отношении там, Украины, например. Тут мы это знаем. По Не, стамбульским ну, переговорам, по собирайте, ультиматуму. собирайте манатки. И валите на 97-й год. Да. Этого не будет 100%. Поэтому как бы будет установлено... Ну, Запад будет делать в отношении России то же самое, что он делал после 91 года. Россия взбрыкнула, где им объяснили место после распада Союза, что вы часть глобальной экономики, которую, как бы, ну, правила в ней вы не пишете. Вы можете продавать, даже обогащаться, даже помогать, там, как частично союзниками быть, на ранчо у Буша принять участие, построить базу на Волге, чтобы наши самолеты в Афганистан летали, но вы не участвуете. В большую восьмерку мы вас примем, но обсуждать можете, дискурсивный голос, но вы не надейтесь серьезно писать правила. Против чего Россия сбунтовалась? Против того, что не учитывает ее. Она сказала, вы с нами говорите на равных. Мы не претендуем на всемирное управление и на победу Союза Советских Социалистических Республик всемирных. Но учитывайте нас, потому что вы же нас вообще не учитываете. Это все равно, что да, Россия, представим себе базар, там мытищинский рынок, да? Россия очень серьезная история, у нее несколько там десятков ларьков, там 2 ряда и так далее, но правила рынка она не устанавливает. А она захотела в этом участвовать. Собственно говоря, про все это война и вся ее вот эта борьба, попытка объединить глобальный юг. Ну и какую-то долю дадут в той части, которая ее касается, вот в пределах бывшего СССР, скорее всего, позволят до какой-то степени. Хотя, глядя, как тот же Трамп интригует сейчас с Лукашенко, сказать, что в России прямо даже на территории бывшего Союза дадут писать правила, я очень сильно сомневаюсь. В этом смысле она честно рванулась из всех сухожилий, очень большие потери понесла, очень большие неприятности получила, какой-то авторитет заработала, как способна применить военную силу. Но проблема в том, что она не справилась с коалицией 56 государств, которые объединены в Рамштайн. Ну, не потянула чисто по логистике, по силе, по технологиям и так далее. И судьба ее печальна, но такая же, как печальная судьба Украины. А дальше вы знаете, я сейчас затяну свою любимую волынку, что нас стравили, точнее, стравили там мы себя сами, а нас используют в этом смысле как дураков и наускивают. Вот вам заявление начальника генерального штаба бельгийской армии. Украинцы должны воевать до 30-го года, потому что они позволяют нам прийти в боеспособное состояние. Кондиционер. Но это их реальная позиция, реальная, без дураков. С другой стороны, они готовы, часть готова прекратить войну и заинтересованы в прекращении. Одно вам скажу. Никто не даст. Россию учтут, и даже какую-то часть правил с учетом их интересов напишут. Нам вообще там ничего не светит. Это вне зависимости от военных побед на поле боя. Фронте как раз и о поле боя. Давайте пройдемся по линии боевого соприкосновения. Давненько, ну, многие ждали, да, давненько этого не было. Так вот, пожалуйста. Откроем карту Deep State, но я начну нетипично. Я начну с белорусского направления. Вот так. Прям лихо. С белорусского. Смотрите, да. Лукашенко говорит, что будут нападать. Зеленский говорит, что будут нападать. Короче, все друг на друга будут нападать, и я так понимаю, что насколько, вот как вы говорили, таксисты, подтвердите или опровергните, пожалуйста, что есть все-таки, он висит до сих пор, это дедлайн, условный конец мая, начало июня. Если Зеленский пойдет и скажет, я буду воевать, то включится уже как бы эскалационный сценарий и по полю боя, и по воздушным ударам, и вот в этом акте откроется опять снова форточка или окно, или дверь Беларуси. Только тут вопрос, мы или на нас, то есть Зеленский или на Зеленского, в общем-то, пойдет движение. Смотрите, значит, что с моей точки зрения сейчас происходит? У России крупные неприятности на поле боя, не хватает живой силы. Они забуксовали у нас. Значит, для того, чтобы создать условия, нужно, которые снова позволят им решать основные задачи по захвату Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, то нужно, или хотя бы Донецкой, Днепропетровской там где-то в кавычках, им нужно сделать 2 вещи. Первое, откуда-то взять очень много своих сил, и второе, куда-то деть украинские силы. Чтобы взять свои силы, им надо идти на мобилизацию.
очередную волну, частичную, полную, как хотите назовите и так далее. Это крайне непопулярная мера. Очень многие российские головы говорящие считают, что блокировка телеграмма и шире интернета – это как раз подготовка к объявлению Ну, мобилизации. это Зеленского заявление. Зеленского заявления, но и в России тоже так некоторые думают люди. Но суть не в этом. Вторая история заключается в том, что надо куда-то деть Украину. Что-то сделать со своими силами, куда-то деть украинские. Что лучший способ деть украинские – напрячь их в других местах. Беларусь для этого идеальна. Поэтому сейчас в Беларуси идут весенние сборы военные, и под них, как всегда, Лукашенко делает массу воинственных заявлений. Мы используем все силы и так далее, и так далее. Кроме того, еще один вариант остается, например, напрячь страны Балтии. То есть там начать какую-то военную активность. Я сейчас не говорю войну, военную активность. И Лукашенко и в этом случае территория Беларуси, ее вооруженные силы, ее возможности являются там, одним из ключевых факторов. Поэтому российское руководство рассматривает разные варианты в этом отношении. Версия о том, что ваша, которую вы высказали, если я вас правильно понял, что у России есть сила, она просто их не использует, потому что ультиматум не истек там до конца, или там условный Да, период, да, да. и так далее. Я так не считаю, потому что немножко знаю положение российских вооруженных сил. У них есть пределы эскалации, но они которые они могут поднять, но они не катастрофические. И ничего принципиального не решат. Но втягивание Беларуси в войну, хочешь не хочешь, а изрядные украинские силы отвлечет. 1060 километров границы с Беларусью, и их надо охранять. То есть это здоровый кусок сил будет забран. Таким образом, россияне могут получить как минимум одно из двух необходимых составляющих, для того, чтобы дальше успешно с их точки зрения воевать. То есть наши силы отвлечь. Теперь о реальных военных возможностях Беларуси. Они не способны противостоять Украине в сухопутной войне. И даже стать сколько-нибудь серьезным фактором. И гораздо выгоднее Беларуси угрожать, чем создать вооруженные группировки, которые принимают боевые действия против Украины. Потому что когда вооруженные группировки созданы, это конкретная осязаемая цель. Она не может быть растянута на всю 1000 километров границы. И по ней будет осуществляться вооруженными силами Украины совершенно определенное воздействие, там, как учили в автошколе, и как они делают с российскими силами. И Беларуси, сразу скажу, очень сильно не поздоровится. Ее сметут просто, прямо скажем. Кто? Поэтому украинцы. Какими силами сметут? Потому что несопоставимые, смотрите, дослушайте. Нет, какими силами? Я вот просто, понимаете, когда вы говорите сметут, сухопутная война, а мы сейчас воюем сухопутно на фронте или мы дроново воюем? Конечно, дроновая война – это сухопутная война. Дослушайте. Угу. Проблема в том, что там 2 армейских корпуса, которые выставит Беларусь, например, и всерьез пойдет с нами воевать, это предельно локализованная война, и от них ничего не останется. Слишком огромная разница в потенциалах и в боевом опыте практическом. Мы уничтожили армейский корпус за вот 2 зимних месяца российский. Это с огромным российским боевым опытом, который тоже вооружены с ног до головы дронами, имеют опыт борьбы с нами и так далее, и так далее. Уж с белорусами. Но суть не в этом. Суть в том, что для того, чтобы это сделать, с нашего фронта придется снять их 1120 группировку. Не меньше, 150. А именно это россиянам и нужно. Теперь возникает вопрос. И тогда мы сразу обнажаем целые огромные дыры, и россияне там захватывают условно Краматорск и Славянск. Теперь 2 вопроса остаются. Готовы россияне пожертвовать 2 белорусскими корпусами разгромленными для того, чтобы взять Краматорск и Славянск? Это очень большой вопрос, потому что если они реально на это пойдут и как-то заставят Лукашенко это сделать, отношения между Россией и Беларусью это отнюдь не украсит, мягко говоря. Очень сильно осложнит. Второе – это полная смена формата государственных отношений России и Беларуси ради взятия Славянска-Краматорска. Я в это откровенно не верю. Второй вопрос. А готова ли сама Беларусь жертвовать 2 армейскими корпусами для того, чтобы россияне взяли Краматорск и Славянск? Я в это не верю от слова совсем. Поэтому белорусская угроза, мне кажется, преувеличенной. Что я допускаю, это частично военную активность в виде дроны с белорусской территории залетели, провокации на границах и так далее. Целью которой будет являться что?
необходимость так называемого обсервационного корпуса создания украинского. То есть есть какие-то сейчас войска на белорусской границе, но значительно меньше, потому что угроза не считается серьезной. А если будет создана видимость этой угрозы или начнется активность в воздухе, ну, дроны там будут залетать, пограничные машины наши там поражать мосты и прочее, прочее, ну, полетят какие-то шахеды снова там и так далее, вышки ретрансляционные, про которые Зеленский рассказывает. И этот градус будет подкручен, мы вынуждены будем создавать группировку. И это куда более выгодно россиянам и даже белорусам, потому что группировку придется усиливать не только по основным опасным направлениям, но и на всей границе, то есть отвлекать большие силы и средства с нашего фронта. Понимаете, да? В этом смысле идеально это все время держать нас под шахом, учитывая близость до Киева, там, да, например, и так далее. Под шахом, но не переходить к открытой войне. Открытая война позволяет быстро решить вопрос белорусских вооруженных сил, собранных против Украины. И он не выгоден ни России, ни эти самые. А вот Но с другой стороны, подождите, Да. давайте развернем эту историю, потому что я вот, если честно, не то, что там каждый напишет в комментариях, с чем он согласен, не согласен, это как бы дело такое. Можно решить вопрос Киева и переноса столицы в Ивано-Франковск или во Львов. Понимаете? Если привлекаем территорию Беларуси и военные силы Беларуси. Что такое привлекаем? Киева не будет. Ну, это Нет, вот... это иллюзия. Подождите. Это в конкретно вашем примере, когда идет, например, корпус, который как бы стирается, сметается, так Киева не будет. Потому что там подлетное время, ну, с РСЗО можно обстреливать. У белорусов нет никакой возможности сделать с Киевом ничего. Даже их страшный полонез, стреляющий на 300 километров, ну, это уничтожит 100 домов в Киеве. После чего от этого полонеза ничего не останется. Вы поймите, это несопоставимая вещь. Белорусская армия сейчас, украинские вооруженные силы. И выгодно как раз для России не переходить к открытым боевым действиям, а постоянно угрожать. Смотрите, представим себе, что мы сидим в доме. И знаем, что вот два вооруженных джентльмена на нас нападут. В доме 8 окон и двое дверей. Мы не знаем, откуда они нападут. Что мы должны делать? Пост трехсменный, круглосуточный. Кучу народа выделять, которые будут патрулировать, охранять эти окна, смотреть, усовершенствовать сигнализацию, все время держать палец на курке днем и ночью и так далее. Выматываться, тратить ресурсы, бензин, там, ротации, 5, 10 и прочее, прочее. А вот когда и держать внутри 12 человек, которые должны ловить этих двое, которые будут неизвестно откуда заходить, чтобы не было неприятностей. А когда двое уже зашли, то 12 гораздо проще с ними работать. Правильно? Уже понятно, через какие окна они зашли. Другие окна можно не охранять. Или не охранять так сильно. Надо убить этих двоих, и опасность снята. Так вот, держать этих двух ходящих вокруг дома, постоянно угрожающих, намного выгоднее в деле нашего выматывания и сковывания наших сил, чем перейти к открытым боевым действиям. В этом же фишка. Поэтому они будут постоянно угрожать. Возможно, этот градус То есть, риторика воинственная будет до предела. Возможно, этот градус будет, потому что он еще в две стороны работает. Лукашенко же не говорит про какую войну, украинскую, либо прибалтийскую, например, правильно? Или ту и другую. То есть там угроза и туда, и туда. А вот открытые боевые действия – это предельно невыгодная стратегия. Я не думаю, что они настолько глупы, белорусы и россияне, чтобы к этому перейти. Что касается там, воздушных провокаций, шахеды полетели, там, я не знаю, там, FPV полетели по приграничным районам, я это допускаю. Но мы будем бить в ответ, а там уже посмотрим, что к чему. В этот раз Украина будет бить в ответ. Суммы, Алексей Я думаю, Николаевич. посмотрите, я хочу закончить. Самое разумное, что может сделать эта Украина, это не пеной изо рта исходить с воинственных заявлений в отношении Беларуси, а наоборот, вести максимально деэскалационную риторику Ну, и постоянно это не про снижать градус. Зеленского. Да. Да, постоянно снижать градус военной опасности. Вот я бы так делал. Я бы сейчас не рассказывал, что Лукашенко ждет судьба Мадуро и так далее. А я бы говорил, что украинский и белорусский народ братья, очень похожи, совместная история, совместные нюансы, совместные вызовы, угрозы. Мы не можем допустить. Наша главная задача не допустить, чтобы упал волос хоть с головы одного белоруса или одного украинца в взаимном конфликте. И вот все туда инвестировал. Как это, официальные и неофициальные переговоры и система мероприятий, не позволяющие не то, что втянуть Беларусь в войну против нас, а еще или нас в войну против Беларуси, а договориться о том, что если какая-то третья сила или наши идиоты с двух сторон перейдут к боевым действиям, создать механизм мониторинга, немедленного их прекращения, не дать как это локальным возможным провокациям разрастись. Вот что делали бы разумные политики, понимаете? Они рассказывали про то, что Лукашенко ждет судьба Мадуро. Суммы. Сегодня прям скандал был. Военная корреспондентка описала о том, что вполне себе
готовится полукольцо, клещи, охват областного центра. Командование дерзко и ответило, сказал, знай свое место, все, никого не пропустим. То есть от вот этой истории, там где сейчас, ну, вот на карте, да, до Мгм. Сум 35 километров. Зашли они на 5, ну, 4-5. То есть, имеется в виду, россияне зашли, перешли Мгм. границу и сделали вот этот плацдарм, и там идут бои, идет продвижение. Поэтому, мол, никто никуда не дойдет, это все паникерство. Но откуда взялась эта информация? Ну, как бы тоже можно любого, конечно, тыкнуть, любого военного корреспондента, тем более девушку. Но простите, пожалуйста. Есть ли вообще какие виды читаются по поводу Сум? Смотрите, это тоже наша да, попытка размотать украинские резервы. Все очень просто, потому что они сейчас предпринимают любые меры, доступные им, для того, чтобы эскалационные, провокационные, реальные, для того, чтобы заставить нас снять войска с фронта. А мы в этом смысле очень сильно предсказуемые, потому что Зеленский и его окружение крайне болезненно относятся к вопросам там, наличия там, противника и его успехов, хотя бы тактических, на северной границе там, да, и так далее, не только на Восточном фронте. Поэтому обычно Сырскому дается команда «делай, что хочешь, немедленно выбить, восстановить положение» и прочее, прочее. Авантюра с Курской области это очень хорошо показала. Вот. И россияне знают, что можно создать условия, когда Сырский снимет под давлением Зеленского значительную часть войска, а сейчас и 20 тысяч – это значительная часть, и бросит на отбивание Сум, чтобы Зеленский мог доказать, что ворох разбит, и мы его выдавили там, с Сумского направления. Или тот самый. А тем временем они создадут все условия для продвижения на Донецк. Потому что резервов-то у нас, мягко говоря, очень мало. И на Сумы и на Донецкую область их одновременно не хватит. Поэтому они предпринимают меры ослабления украинского. Сейчас борьба идет за что? Как бы нарастить свою численность у россиян и как бы уменьшить украинскую. Поэтому и белорусский вопрос, сумской вопрос, может быть, еще где-то начнется там, Харьковская в очередной раз, это попытка раздергать резервы. Но я так понимаю, что ключевая история – это Донбасс. Сегодня был прорыв в Константиновке. Его так не подтверждали официально, но многие написали и с российской стороны, и не с российской стороны, что уже заход был ну, в город, и в городе ведутся бои. Вроде как Так много, они давно немного. зашли туда, да. Но тем не менее, то есть идет вот конкретно в Константиновке. Славянск-Краматорск постоянно на линии огня, и мы вот на выходных видели бомбежки, ракеты, то есть все как бы стабильно. Бомбежки, ракеты, кабы летят, артиллерия летит, но надо понимать, снаряды летят. Понимать, что реального продвижения на поле боя сейчас практически нигде нет. Причем как с российской стороны, так и с украинской. Были некоторые успехи у нас там на стыке Запорожской, Днепропетровской и так далее, и так далее. Вот эту недельку, там, две, которые мы не виделись, в принципе, это бои местного значения без существенного продвижения сторон, потому что у обоих сторон не хватает резервов для того, чтобы сделать что-то значительное ни у россиян, ни у нас. А так бои идут, бои высокой интенсивности идут действительно и так далее, но это бои без особого продвижения. Продвижение десятки, сотни метров, не являющиеся серьезным фактором. В отличие, например, от ситуации еще там месяца назад, когда украинские силы двигались, или ситуации 3 месяцев назад, когда двигались активно российские силы. Константиновка, противник туда вошел еще в феврале основательно, закрепился. Так были попытки и раньше. Если там он где-то издвинулся, то это местная городская проблема. Ее там как-то решают и так далее, и так далее. И ну, это нельзя считать серьезным фактором, это продвижение. Мы можем только констатировать, что есть тактический какой-то прорыв, какой-то сторон, который надо посмотреть, что с ним будет. Как его купируют, удастся ли его развить и так далее. Фронт в целом стоит сейчас. Бои интенсивны, но он в целом стоит. Потому что сил нет обеспечить продвижение ни россиян, ни у нас. Смотрите, еще во времена Авдеевской операции, год назад, ну, существенной переброской являлось, там, усилением являлась цифра в 50-70 тысяч человек. Сегодня россияне, и наши аналитики, и не только наши, аффилированные с этой тематикой, говорят, что вот россияне где-то сейчас как возьмут 20 тысяч. 20 тысяч год назад человек фактором не считалось вообще. Ну, 20 тысяч, господи. Там начинали считать с 50-70, как фактор, способный поколебать чашу весов. Сегодня 20, потому что реальные проблемы с личным составом у нас критически, у россиян существенно. Мгм. А,
смотрите, ну вот так вот, если заканчивать линию фронта, да, вот от Донбасса, то есть везде все стабильно, вы говорите, ну Не, тут, нестабильно, нестабильно, а нет продвижения. Это нестабильность. Там интенсивные бои идут. Просто нету сил и средств у сторон продавить где-то участок, там, продвинуться нет, вперед. просто смотрите, тогда я так задам вопрос по поводу фронта, да, и пойдем к зрителям, подведем итоги. Мгм. А, Тогда получается, я делаю вывод абсолютно дилетантский, что никто ни хрена не готовился к весенне-летней кампании, ни российская сторона, ни украинская. Нет, Ну, готовились совершенно. Готовились, но есть существенная проблема. Личный состав. И и в его не личном составе хватает. тоже. А готовиться к личному составу, там, да что-то делать с мобилизацией принципиально. У нас же не зря там целая, там сейчас новая реформа МВД. Кстати, один из ключевых конфликтов, связанный с тем, что мы обсуждали в начале передачи, это то, что новая реформа мобилизации предполагает, что ТЦК больше не будут хватать граждан на улицах. А это должна делать полиция. А Клименко, конечно, и весь аппарат полицейский. И от этого, как могут от этого пытаются сдыхаться, да, и это непростая история. И у россиян проблема, потому что все больше источников, которым можно верить, не кликуши вот эти вот с обеих сторон, а серьезные источники говорят, что уже 4-й месяц потери российские превышают количество людей призываемых. Но дело даже не в этом, а дело в том, что им не удается создать серьезные резервы, способные реально перевернуть ситуацию. Это от 70 и выше, 120-150 тысяч человек где-то надо взять. А вся группировка 700. То есть это нужно взять четвертую часть группировки, где-то пятую. Это очень серьезный фактор. И без того, чтобы они и мы сделали что-то с мобилизацией, проблема не развязывается. Одними дронами Краматорский, Славянский не возьмешь. Хоть по 50 дронов на человека запусти. И тут проблема вот в чем, что и они, и мы что-то будут делать с мобилизацией в ближайшее время. И того, кто лучше сделает с мобилизацией, то и определит судьба летней-осенней, скорее, кампании, потому что сделать что-то с мобилизацией, это месяцы занимает. Формально весенняя летняя кампания началась, она в апреле начинается. Всегда. Земля высохла туда-сюда, хотя сейчас это не особый фактор. Но мы подошли в зимних боях, истощив силы, и мы, и они. И надо что-то делать с личным составом. И я повторюсь, разница у нас, проблемы с личным составом критические, а у них существенны. Что-то критически хуже существенных. Чтобы вы не подумали, что я заливаю, как Россия вся развалилась, и у нее нет пехоты. Нет. Но у России существенная проблема. Это значит, они не могут провести интенсивные действия наступательные с той же интенсивностью, добиваться тех же успехов. Им нужно где-то взять десятки тысяч личного состава. А у нас критические. Мы сейчас в очень интересном положении находимся. Мы по дронам их опережаем. Насытили поле боя, особенно вот middle strike, так называемый, то есть средний удар очень хорошо сейчас получается и так далее. Но личного состава на соплях. Есть бригады, у которых 14% комплектации. Это катастрофа. Поэтому за счет дронов, да, мы держим поле боя за счет проблем у России. Но если Россия сейчас где-то возьмет эти 70-120, то будет ай-яй-яй. Могут и дроны не особо помочь. И мы в этой связи тоже что-то должны делать с мобилизацией, причем принципиально. Потому что, помните, когда я вам сказал, еще месяца 3 назад я сказал 4 фразу в эфире с вами, что мобилизационные модели исчерпались в России и в Украине, и надо делать, они работают по инерции, но не решают принципиальной задачи создания превосходства в живой силе на поле боя. Восстановление в прежней численности, да, но превосходство не удается создать. То есть отвести, компенсировать потери, да, а вот надуть пузырь там новой военной группировки, которая возьмет там очередную Авдеевку или очередной Покровск, уже не удается. Или отобьет. Поэтому и те, и мы, и они будем делать. А делать это несколько месяцев. Короче, где-то к июлю-августу будет понятно, кто справился с мобилизацией лучше. А до этого мы, скорее всего, если там не произойдет неизвестно чего, Ну, подождите. какого-то этого самого, мы с вами, да, в секунду будем отделываться фразами «фронт стационарный». Да. Смотрите, тут же важно, что мы можем сделать с мобилизацией. Понизить возраст до 21, тащить вот этих женщин. Видели, вот, ну, там люди шутят, конечно. Ну да, Вот эти женщин, до женщин еще рановато. как это, война Да. это женское дело, а там переиначили, сделали подгузники, military style, война это детское дело. Ну, типа с пеленок, так сказать, уже на войну. Да, женщин будут создавать сейчас окно Овертона, что женщина воюющая это нормально, более того, это почетно и так далее, но пока еще непосредственно призывать не будут набирать на специальности, просто добровольно.
Что могут сделать? У нас два основных источника. Три, вернее. Это понижение мобилизационного возраста, но он тоже непопулярный, его будут пытаться откладывать. Это создание так называемым уклонистам, как они их называют, в кавычках, я всегда беру это слово, невозможных условий с целью их заставить идти в армию. Прежде всего, экономически невозможных. Но это тоже касается определенных проблем, потому что все эти залихватские призывы, типа давайте им всем карточки заблокируем, 2-3 миллионам мужчин, это ляжет вся экономика просто. Понимаете, да? Это не такая простая мера. А второе – это наемников где-то брать. То есть массово нанимать там где-то десятками тысяч еще. Ну, пока и та, и другая, и третья проблема очень, на самом деле, непонятно, как решается. Поэтому, несмотря на все объявленные реформы мобилизации, где и позитивные методы поощрения пытаются, и экономические санкции, успех этих мобилизационных мероприятий, мягко говоря, не очевиден. Смогут ли они войску дать какой-то прибыток людей? Ой, как не очевиден. Поэтому они не могут... Это война однорукого с одноногим. Они не могут, да, а мы еле вытягиваем. Вот поэтому, да. У кого что лучше получится к июлю-августу, мы с вами посмотрим в прямом эфире. Ну, вот, и это будет видно. Пока мы обозначили программу, что и та, и другая сторона, чтобы добиться серьезных успехов на фронте, должна что-то сделать с наличием личного состава. Да, значит, подведем итоги нашего вопроса сегодня. Много вопросов вас действительно ждали. Будем, пройдемся обязательно в режиме Блиц по всем вопросам. Итоги опроса. Поддерживаете ли вы легализацию короткоствола в Украине? Оружие имеется в виду короткоствольного. 14% опять хотят нажиться на крови. 18% это забалтывание позора полиции. 24% да, так будет безопаснее. 44% нет, так беспредел, будет вообще одище. Люди не готовы, и я разделяю это мнение. Нет, ваша аргументация, она, конечно, романтична и имеет место быть, ее хочется поддержать, но если так, правда, 5-й год войны. Бусификация, прилеты, агрессия, идиотизм, налоги, поборы. Это большой спор. Я могу сказать в ответ, что сейчас огромное количество даже автоматического оружия на руках у людей, розданного в 22-м, и оно пока активно не стреляет на улицах. Хотя оно есть уже. Да, еще и пойди установи владельца. А легализованное оружие, это приписан владелец. Это ты отстрелял ствол и сразу понятно, чей это был ствол. То есть можно. Это очень долгий спор. Я свою позицию высказал. Люди могут остаться при своей. Но я понимаю прекрасно людей, которые боятся, что такой стрельбы станет больше. Значит, просто боятся ухудшения безопасности. Да, друзья, перейдем к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что, во-первых, присоединяйтесь. Во-вторых, конечно, оставляйте свои вопросы. Поддержите подпиской, лайком. Поддержите канал, это очень важно. Тем более, что YouTube лютует. И канал Алексея, и мой канал они не показывают на территории Украины, только если использовать VPN, и, собственно, менять страну. Поехали, вопросы. Значит... Вопросов много. Режим Блиц. Полетели. Алексей, в 2014 году вы выступали за Майдан. Вы читали договор об ассоциации с ЕС? Вас ничего не смутило тогда? Я совсем был другой человек. Я гораздо меньше понимал в 2014 году, чем сейчас. Сколько нужно шахедов, чтобы утопить авианосную группу? Спрашивает пользователь. Это нереально утопить шахедами авианосную группу. Авианосная группа – это ударный авианосец. В ордере у него 1-2 атомные подводные лодки, несколько крейсеров, штук 20 эсминцев, которые составляют периметр ПВО. Даже прорваться к авианосцу очень сложно, уже утопить его шахедом – это нереально. Так, Алексей, а Афганистан, США тоже выиграли, получается? Я же сказал сегодня, что проиграли. И смайлики. Это, видимо, что вы, Иран... наверное, не слушали. Я сказал, и Ирак, и Афганистан американцы проиграли в военном отношении. А по правилам все равно пишут они. Да. Посмотрите передачу. У Китая запас нефти на полгода. Их нельзя шантажировать краткосрочными скачками, но Трамп это пытается делать. Нет, Трамп не пытается их шантажировать краткосрочными скачками. Я говорил это. Он собирается создать удавку, которая будет действовать 2-3 десятилетия в отношении, а вовсе не там какими-то краткосрочными. И не только на Иран, не только на Китай. Угу. Союзничков тоже надо держать в узде, а может быть больше, чем Китай. Это ж такая международная политика, это такая любовь, когда, как французский король один сказал, избавь меня, Господи, от друзей, от врагов я себя сам как-нибудь избавлю. Да?
Так, значит, вот такой вопрос. Если арабы в нынешней ситуации перейдут на петро-юань, закат доминирования США будет длиться долго? Нет, потому что валюта – это только часть, за которой осуществляется продажа или часть продаж. Это только очень маленькая часть общей системы правил, которые создают американцы. Вы же не думаете, что как бы арабы будут с США рассчитываться юанем? Правильно? Даже если юань захватит какую-то долю расчетов. Ну, понятно, что США не будут рассчитываться США, но с Ираном будут за Долларами, юани. да. Может быть. Ну, часть захватят, да, это будет часть общих правил. Но идет борьба, и ее исход не очевиден до сих пор. Мы же не говорим, что американцы уже победили. Мы говорим, что они пытаются переписать правила. А это дело непростое. Олег спрашивает, вопрос Алексею. Сергей Датюк как-то сказал, что в Новой Украине должно найтись место и националистам, и республиканцам, и либертарианцам, даже коммунистам. У вас однажды проскочило, запретить нужно только самые радикальные идеологии, нацизм, коммунизм. Означает ли это, что вы согласны с приравниванием коммунизма, нацизма, и в Украине под вашим руководством коммунисты останутся вне закона, а свобода слова на них не распространяется? Вы цитируете кого-то странного. Если этот Арестович где-то имеет место быть в какой-то ветке реальности, скажите, что я его глубоко осуждаю, я с ним не согласен. Существуют две модели основные обращения со свободой слова. Условно-европейская, условно-американская. Американская – это полная свобода слова. Запрещены только действия, которые разрушают. Европейская – это ограничение свободы слова. То есть высказывание на тему, приравнивание идеологий и прочее, прочее, прочее. Они в той или иной степени гибридны. Например, в США там коммунистическая партия тоже не может развернуться особенно и так далее. Я сторонник американской модели. Это больно такой, как бы за основу. То есть говорить вы можете, что хотите, иметь любые взгляды на здоровье, публично их высказывать. Можете любить Гитлера, можете любить Ленина. Но репрессии государство предпринимает против вас только если вы перешли к непосредственно действиям. Я сторонник вот этой модели. Я очень большой противник европейской модели, где садят за свободу слова, и огромный противник украинской модели, где вот сейчас мне сегодня прислали ссылку, где пенсионера в Ровенской области, по Волынской, да, где-то посадили за то, что за личную за мысли, высказанные в личной переписке. Тут 2 шага осталось до мысли преступления. Следующий шаг – это в личном дневнике высказанные мысли, а потом в личной голове высказанные мысли. Вот это уже новости правосудия, от которых, честно говоря, даже привыкших ко всему украинскому публику должна взять оторопь. Но таких вещей никто не замечает. Ведь он писал, что Россия, возможно, права. А таких, конечно, надо немедленно в колодки и расстрелять. Вот и все. Но сегодня посадят за то, что Россия права, а завтра посадят за то, что вы скажете, что Украина права. Понимаете, да? Поэтому государство надо бить по рукам, не давать такими вещами заниматься. И вообще я собираюсь опубликовать у себя на канале с призывом бить во все колокола. Потому что если за личную переписку начинают уже, то это да, суд приравнял, значит, прокуратура говорила, что, или следствие говорило, что личная переписка – это уже публичное распространение, на секундочку. А судья согласился частично с аргументами с этим. Угу. Поэтому это настолько безумные вещи уже, как бы, да, и реальная сила, но без права реальная сила – это вообще нехороший мир получается какой-то. И этот мир строится в Украине отдельно взятым каким-то там Волынским судом. Поэтому это надо пресекать. А моя позиция очень простая. Коммунисты, если они есть, могут высказывать любые взгляды и иметь партию в Украине на здоровье. Пожалуйста. Вопрос только действий. Если начинают действием разрушать украинскую государственность или общество, тогда против них применяются соответствующие методы сдерживания, профилактики, купирования, наказания. Так, А взгляды любые можете иметь. Вон Канье Уэст в Америке за Гитлера топит, и прекрасный блогер, там, певец, и кто он там еще, да, и так далее. Алексей спрашивает, пользователь-благодетель. Забавно, как украинская сторона объясняет, почему принудительная мобилизация по типу в украинской в России невозможна. А невозможно, мол, потому, что русские начнут бунтовать, снесут Путина. При этом они же рассказывают, что русские рабы генетические, а украинцы это эльфы свободы. Да. При этом в Украине принудительная мобилизация и даже намека на бунт нет. Обе стороны позиционируют войну как оборонительную, насколько логично, своими же руками разбивать миф про свободолюбивых украинцев, который строился десятилетиями в противовес русским рабам. Это, во-первых, это от безграмотности исторической, потому что так называемое крепостное право, на которое ссылаются в России, что они там все забитые в колодки, Салтычиха и так далее, это было 19% населения России.
А огромные массы российского народа были вольными всю историю, начиная от поморов на севере, заканчивая сибиряками, там, казаками на юге и так далее. Только в Центральной России это было. Раз. Так что, если так посмотреть, то у россиян гораздо больше исторический опыт свободного населения, нежели закрепощенного. Второе. Сам факт высказывания этой самой, это вещий идиотизм, и никто тоже обращает внимание на такие вещи. То есть, свободные украинцы не бунтуют, а рабы-россияне взбунтуются. В-третьих, ну, понимаете, мы имеем пример Пипы, которая всех наших дедов записала в рабы. И меня спрашивают, вот, Алексей, а как вот реально, вот бывают же, вот вроде же как вот неправедные войны воевали наши деды и так далее. Я говорю, а вы всегда сравниваете по человеческим качествам. Вот я вспоминаю своего деда, Алексея Николаевича Лукьянчикова, в честь которого я назвал. И вот его человеческие качества и жизнь, которую он прожил, сталинского раба, как говорят Пипы, и нынешних, ну, понимаете, нынешних свободных. Поэтому эта дилемма решается очень просто. И та же самая ситуация между вот этим, вот этой пропагандой, что мы тут все свободны, а не рабы. Но если вы такие свободные, почему вас как скотов забивают на улицах и затягивают в эти бусы, скажите? Да, значит, клуб Почему вам в зрителей. личной переписке запрещают взгляды высказывать 68-летнему пенсионеру 6 лет дали? Как написал там один человек, следящий за его судьбой, ну, фактически на пожизненное человека посадили при его возрасте и таких сроках. Э, Клуб зрителей. Олег, как, по вашему мнению, скажется на способности Украины сохранить монолитность власти при физическом устранении Зеленского, Арахамии, Ермака и всех вместе или по одному? А что, уже наметилось физическое устранение? Ну, может, человек предполагает, мы же Ну, просто... да, ну, придет к власти там очередная армия Муваира в лице каких-то других политиков, потому что надо быть экстраординарным политиком, чтобы прекратить этот тренд эксплуатировать, очень популярный, бросить вызов всем этим левым националистам, правым националистам, сломать им хребет, поставить их на место, забить в стойло там, и так далее, и так далее. Вы знаете таких политиков сегодня в Украине, которые этому могут объявить войну и сменить идеологию? Да, это нереальная история, абсолютно. Алексей, к вам обращается Алексей. Знакомый гулял с собакой, 7-летним ребенком в Черкасах. Подъехал бус, наставили пистолет на собаку. Садись или пристрелю. Почему не сказать людям правду? Вас всех по одному отловят, убьют. О Российскую Федерацию. Вы лишь ресурс для западной ЧВК, заложенный, проданный, перепроданный. Для чего каждый раз нам рассказывать сказки про еще полгода, чтобы обнадежить, чтобы мы смирились и чтобы таки реализовать свой план? Как вы на это смотрите? Ведь это же точно такие же аналитики. Как я смотрю, я 500 раз уже говорил, что нас используют как индейцев в борьбе с другими индейцами. Могу еще раз повторить, и надо немедленно это прекращать. Не для того, чтобы вот помириться с Россией или отдать ей там 4 области, а в первую очередь для того, чтобы перестать быть пешкой на чужой игре, расходным материалом. А потом уже разберемся. Так, давайте в чатики заглянем еще, конечно же, и обязательно. Так, вопрос Арестовичу. Когда он говорит, что с России сняли санкции, то какие из 20 пакетов, хотелось бы знать, мистическая сторона... короче, мистика какая-то. Аша спрашивает. Ну, сняли ограничения на продажу нефти, если вы видели. Ну, а санкции европейские, конечно же, Да, нет. Пакет европейские за нет, пакетом. конечно, да. Американцы снимали Трамп, мы же об этом сказали. Так, вопрос. Поясните, Алексей, чему мы удивляемся? Руина это не страна. Страной была Украина, и это она побеждала нацизм в 45-м. И, увы, решила ликвидировать сама себя, отменив Минские соглашения. Ну, это вопрос в точечку. Вы как раз были в Минском процессе. Поэтому... Да, с головой. Так что, Так вопросов что, нет. вопрос Есть только из-за... утверждение. Не, Украина сейчас не вполне государство. Это территория, где правят разные кланы, борются между собой за внеэкономического способа внеэкономической эксплуатации населения, выполняют часть грязной работы для коллективного Запада
и сохраняют видимость отдельные там функции государства в стиле работающей поликлиники и кое-как платятся пенсии. А так это не государство в том смысле, начиная с того, что вящее, абсолютно уничтоженное право и беззаконное насилие над собственными гражданами не есть атрибут государства. Государство создано, чтобы защищать своих граждан. На секундочку. Поэтому... Мгм. Здравствуйте. Почему по Зеленскому, Елена интересуется, не применяют тяжелую артиллерию в виде компромата на того, чтобы он наконец принял курс к миру? Тогда слоган «Но наш сукин сын» уже не прокатит. Спасибо. Потому что пока он наш сукин сын. И европейцам нужно, чтобы он тянул. Единственное, кому не нужно, это Трамп. Ну, Трампу тогда надо все очень серьезно поссориться с европейцами. Поэтому, взвесив на весы, там очень крутая ссора с Европой, с которой он не готов, и там судьба Зеленского, он предпочитает потянуть немножко Зеленского. Да кроме того, не забывайте, он же действует против Путина, на самом деле. Против Китая, против России, с этой Венесуэлой, с этим Ираном. Поэтому Зеленский и для Трампа делает частично долю работы. Сегодня услышал мнение гостя, это на меня на канале был предыдущий эфир, что в США Барака Обаму вспоминают как лучшего президента за последнее время, причем не Байден, не Трамп. Что вы думаете по этому поводу? И кто из них лучший? Ну, это смотря кому как. Я считаю, что лучше Трамп. А кто-то может считать, что Обама. Так у нас многие люди считают, что Янукович лучший президент Украины был за все времена. Как сказал один мой знакомый, у меня ощущение, когда я смотрю на то, что сейчас происходит, что Янукович не воровал из бюджета, а докладывал из своих туда еще. Как бы, да, поэтому я знаю огромное количество очень трезвых людей в свое время, которые были против Януковича, которые вспоминают его с ностальгией и больше всего, как говорят, отдали бы, чтобы все эти времена вернулись. Когда было тихо, спокойно, и никто не воевал. Ну, вот такая история. Почему Россия не отвечает на удары в Туапсе? Как не отвечают? Отвечают. Будет удар в ближайшее время по какой-то там нашим там, подстанциям и прочее. Вы думаете, что это же не бадминтон. Удар подготовить нужно. Это не так просто. Мгм. Так, вопрос Арестовичу. Почему Кремль боится Боню из Монако? И кто вам сказал, что он ее боится? Как вы вообще эту историю расцениваете? Внутренняя интрига, внешнее влияние, ну там агентура какая-то повысовывалась, Да или нет, просто совпадение, в да России и... нарастает совершенно реальное недовольство глупостями, связанными с блокировкой там, возможностей в интернете, мессенджеры и так далее, и так далее. И народ высказывает. Это к вопросу о том, что русские рабы. На секундочку. Народ высказывает вовсю. Поэтому вот и все. Да, это признак нарастания недовольства того, что общественное мнение отворачивается по вопросу, по крайней мере, ограничений интернета, там, убийства коровок, там, какие вопросы нам перечислят и так далее. Ой, тут шутит, Да. конечно, Не отворачивается, я бы сказал так, колеблется. шутит, конечно, пользователь у вас в чате. Хочу делать ремонт, а у вас в Да, я комнате видел. высокие плинтуса. Они давно не модные, еще и цвет ламината. Вам комфортно, какие нравятся плинтуса? Это по поводу аналогии с домом. Да, у меня плинтуса не занимают никакую часть моего внимания, к сожалению. Ничего не могу сказать хорошего вам. Но желаю вам успешного ремонта. Алексей, Гармоничного. пожалуйста, поясните, как допустили в Украине такой ужас землянки, где были такие разумные люди, как вы, например? А нас никто не спрашивал. Я сейчас что-то сегодня вспоминал одно из совещаний в офисе. Когда думал о том, в какой модели живет Украина и куда она дрейфует. И вспомнил, что вот, по поводу государства и его функций, что вопросы типа «ну киньте там кость этим холопам, чтобы не возмущались», это всегда отодвигались в конец совещания. Всегда. И все с сочувствием смотрели на людей, которым предстоит заниматься народом, так сказать, его потребностями. Потому что 2/3 или 4/5 совещания решали вопросы закрепления власти и вне экономической эксплуатации. А народу, ну там, ну да, надо же еще и пенсии платить, бляха-муха. Ну ладно, кто там у нас за пенсии? Вася, мы тебя сочувствуем, но займись, сделай что-то с пенсией. Вот в таком стиле. Типа на черных работах, знаете, как полы помыть в казарме. Вот примерно Мгм. так же. Поэтому... Да, значит, так, добрый вечер, и вам тоже. С чего начать восстановление экономики?
Остальные экономики нужно с реформой налогового, таможенного и бюджетного кодекса. Так нечего восстанавливать просто. Снова Не, надо можно экономику строить. создать новую, но на той системе правил, на которых она существует, ты ничего не создашь. Поэтому надо менять правила. Александр спрашивает, что вы думаете по поводу закона об антисемитизме? Почему Зеленский его принял после такой паузы? И вообще, что это означает? Я, кстати, очень многие вижу возмущаются. Корчинские, патриоты, разные И мы патриоты, это спикеры. с ними все понятно. Как бы, да. А вопрос, почему Зеленский, это может быть два варианта. Первое, к какому-то событию. Кто-то попросил, потребовал, А там же европейцы, дни американцы. вот эти, дни памяти, Катастрофы, да, 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 да. жертв Холокоста. Да, да, где-то под это. Ну, поэтому какой-то комплимент сделали каким-то организациям. Где-то занесли, наверное. Еще что-нибудь такое. Какие-то лоббисты посоветовали, сказали, что это будет хороший ход сейчас. Значит, спасибо, что интересуетесь. Останется ли время выхода эфира таким же, как сегодня? Поэкспериментируем, посмотрим, насколько удобно. Ну, Я мне очень думаю, нравится насилие. Да. ну, в общем, посмотрим, как вы будете активны, так и, собственно, мы дальше будем продолжать обязательно. Я все-таки по поводу, давайте, чтобы закончить эфир, вот по поводу антисемитизма, законодательства, да, я считаю, что это очень справедливая претензия, потому что многие говорят, так аж права украинцев, да, то есть и сейчас очень многие, кстати, вот эти патриоты, условно там националистического толка, они заявляют, что нужно закон про титульную нацию, нужно наоборот что-то, чтобы украинцев защитить. Потому что у нас этот закон об антисемитизме, конечно, нарушает и 3 статьи Конституции, и одну Уголовного кодекса, потому что возвышает одних над другими. О чем вот эта дискуссия, о чем говорит, как правильно, в общем-то, распорядиться этой Пусть говорит, дискуссией? что И ну, самый говорит, главный, и самый главный вопрос, Алексей Николаевич, самый да. главный ввиду этого, чтобы вот полно было. Вот смотрите, мы, да, вот мы же вообще украинцы в глубинном понимании украинцев, общества, постсоветского тем более, да, вот такое, как независимой Украине, ну, это очень такой мелочный был этот антисемитизм на каком-то бытовом уровне, и то даже его не было. А сейчас, получается, есть риски, что он будет на более высоком уровне, благодаря тому, что приняли этот закон. Бытовой антисемитизм в Украине зашкалился. Да. У националистов это вообще... Я вообще узнал, что антисемитизм существует, только приехав в Украину в 1987 году из Германии, попав в школу там украинскую, и узнав, что да, шуточки про евреев – это вообще такое общее место бытовой культуры. Потому что пока я жил там в группе советских войск Германии, где был интернационал и все такое прочее, и по-другому воспитывались, и другие правила, я понятия не имел, что евреи это, оказывается, может быть плохо. Ну, вот и так далее. Второе, это мне здесь начали это активно объяснять. Второе, для украинских националистов это вообще профильная история, поэтому они так и возмущаются. Потому что если ужесточить законы по антисемитизму, у них 90% риторики уйдет, они же во всем виноваты евреи всегда. Не без этого просто землянка не стоит, понимаете, антисемитизм это несущее бревно в землянке УПА. Моя позиция очень простая. Право нельзя привязывать к национальности. Это издевательство и над национальностью, и над правом. Мы либо защищаем права человека и свободы как таковые, или мы начинаем заниматься насилием над правом, что одни животные равнее других. Поэтому как бы принят очередной закон, который противоречит Конституции, Уголовному кодексу и так далее. Но никто же не возмущается нарушением права. Все хотят привилегий себе и чтобы и всех и репрессировать врагов. Вот это ж главная беда Украины, одна из главных, что своим все, а этим самым, а врагам ничего. Как сказал мой знакомый, свои всегда пукают духами, а враги, даже когда пользуются духами, это пуки. Понимаете, да? Поэтому пока мы... Трайбалистское мышление племенное. Поэтому, ну, проблема в том, что здесь царила очень сложная цивилизация, во многом непростая. Но до 91 года здесь была более высокая цивилизация. А теперь вся система правил, все ее потом скинули очень легко. За 3 августовских дня и там, где-то, там, за 3 месяца до декабря 91-го сбросили ее, счастливо вздохнули, а счастья больше не стало.
потому что система отношений плохая, сложная, непростая, репрессивная, может быть, даже тоталитарная, хотя последние 5 лет она уже в принципе не была тоталитарной с 1987 года. Она была из 20 века, а когда забрали более высокую цивилизацию, она вернулась к своему естественному уровню 17-го. И вот теперь начинаются приниматься законы, что значит у нас лихвари и эти самые, они в особом положении, крестьяне, там, крепостные в другом, подпанки в третьем, паны в четвертом и так далее, и так далее. Это 17 век. Поэтому тоже густо замешано на антисемитизме. Поэтому горе побежден, что я могу сказать. Алексей Николаевич Арестович был моим собеседником сегодня. QR-код возле Алексея Николаевича. Это его школа мышления и коммуникаций. Переходите, интересуйтесь. У нас там, кстати, новый интересный сезон, новые семинары, как противостоять давлению, неопределенности, переживать эти тяжелые обстоятельства, приходите. Да, поэтому QR-код, переходите, или на канале полный набор там исходных данных и ссылок у Алексея. В общем, поинтересуйтесь. Это сейчас как бы самое, что не называется, в дырочку, прям в точечку в это время, как противостоять давлению. Друзья, спасибо большое, что подписываетесь, это прям очень здорово, и хотя половина смотрит, например, по моему каналу без подписки, и понятно почему, там кто-то как-то где-то блокируют, везде блокируют, надо VPN, что-то еще, но, пожалуйста, подпишитесь, сделайте это, и, конечно, очень благодарны, что, несмотря на все сложности, с приемом наших волн и нашего сигнала вы все равно находите моменты, чтобы позлить этих негодяев, которые блокируют, и знать, рассуждать, думать. Алексей Николаевич, спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша, спасибо, зрители. Приходите к нам еще в следующий понедельник. Берегите себя, добра и света. Увидимся.